Привет, люди из будущего! Меня зовут Ликей, и это третий выпуск из серии «Привет, будущее». Вот первые два. Посмотри их и расскажи другу. Мы уже немного затронули проект Венера и его базовые принципы. И обещали то, что сегодня поговорим о мотивации человека будущего. Ну что ж, раз обещали, давай поговорим. Многим кажется, что когда мы наконец-то таки поумнеем и перейдем на ресурсоориентированную экономику, когда каждому человеку будут доступны материальные блага от еды до крыши над головой, когда человеку больше не нужно будет думать о хлебе насущном, то он обленится и потеряет мотивацию к действию. Насколько справедливо такое предположение? Прежде чем говорить о человеке будущего, остановимся на человеке настоящего. Люди настоящего твердят, что без денег пропадет и мотивация. Мол, деньги создают мотивы работать и стремиться к... я даже не знаю к чему, к деньгам. Из-за денег человек трудится, производит и тем самым становится полезным обществу. Что ж, пора уже уяснить, что деньги как мерило труда – это идеальная абстракция в вакууме, которая работала на заре придумывания денег. И по-прежнему зачем-то постулируется в книжках по экономике. Падающее все падает, падает, падает. Не упала. В наше время можно получать деньги, ничего не производя и не трудясь по старинке. Когда деньги мотиватор человека, тогда-то мы и получаем самых бесполезных людей и виды труда. Допустим, человек может перепродавать вещи. От мобильных телефонов до автомобилей, от домов и до самолетов. Он ничего не производит, его покупку дешевле и продажу дороже нельзя назвать трудом. Он просто делает деньги из воздуха, ведь это главный его мотив. Когда прибыль стоит во главе, тогда человеку приходится хитрить и обманывать. Если я продаю люстры, то я не могу честно сказать, что в соседнем магазине люстры качественнее, лучше и, возможно, даже дешевле. Я не могу быть честным, ведь это может лишить меня прибыли, а деньги – это мой главный мотиватор. Перепродажа доходит до своего апогея бессмысленности, когда начинают перепродавать сами деньги. Так появляются валютные биржи и локальные менялы. Эти люди ничего не производят, пользы для общества никакой, но живут себе вполне неплохо, ведь деньги – главный мотиватор. Насчет того, что они платят налоги, забудьте. Они либо скрывают свои доходы, либо если и платят налоги, то эти налоги распиливаются уже сверху, и для вас лично никакой пользы. Когда я знаю, что для того, чтобы жить хорошо, хорошо по меркам нынешней культуры, нужны всего лишь деньги, то я буду делать все, чтобы получить их. Нет времени и нужды для великих целей, для реального образования и саморазвития. Все это отвлекает от зарабатывания денег. Нафиг ваши книги. Чтобы быть хорошим перекупщиком, а это, считайте, все магазины, мне не нужно хорошее образование. Так, куплю диплом для солидности попозже, когда заработаю деньги. Я могу играть в покер, делать ставки на тотализаторе, класть деньги под проценты в банк, быть брокером, торговать наркотиками, людьми, органами и оружием. Да я вообще могу стать вором в конце концов. Все зависит только от моей испорченности. Огромное количество людей этим всем и занимаются. Когда мотив это деньги, то я хочу, чтобы была война, ведь если я промышленный гигант, я буду производить и продавать оружие. Война это хороший бизнес. Речи о идейности в войне это хорошее прикрытие истины. Когда мой мотив деньги, я не хочу производить долговечные вещи, ведь тогда люди перестанут постоянно покупать новое. А если они перестанут это делать, то прощай стабильная экономика. Я буду производить автомобили так, чтобы они ломались и получать прибыль с запчастей. Да, это правда. Я буду выпускать новые версии операционных систем и не буду оптимизировать их. Для того, чтобы старое железо их уже не тянуло, будь то компы или смартфоны. Заработаю много денег. Я сделаю так, чтобы электрическая лампочка горела 1000 часов вместо 3000. Мой мотив это прибыль, так пусть же людям придется покупать, я заставлю их это сделать. Я буду сторонником запланированного устаревания. Я встрою чип в принтер, который будет отсчитывать напечатанные листы. Об этом никто не будет знать, но после 5000 листов этот чип выведет принтер из строя, хотя все детали будут исправны. И человеку придется купить новый принтер, а новый принтер это новая прибыль. Правда, эти чертовы хакеры научились обнулять мой чип, и теперь принтер может служить людям дольше. Вот гады, мне нужна прибыль! Просто представляешь, Костя, каково вот этим инженерам, когда инженеры это вообще такие идейные люди, наука и все такое. Был даже случай, когда нейлоновые чулки изобрели, все женщины, вау, они не рвутся, там даже показывали в связке, машина машину тягала, на нейлоновом чулке он не рвался. Их стали продавать, женщины покупали и больше не возвращались за новыми чулками, потому что эти долго служили, вообще не рвались. Тогда эти мужики в пиджаках, боссы, да, сказали инженерам, слушайте, сделайте их похуже, чтобы они рвались. И эти инженеры такие, блин, мы такое крутое открытие сделали, и сейчас нас заставляют нарочно делать, хуже его. Из-за прибыли, просто, камон.
В тему запланированного устаревания советую посмотреть фильм «Эффект лампочки». Вот здесь, по этой ссылке, надо кликать сюда, аннотации врубись и кликай вот сюда. Если я кинематограф, музыка, литература, да и вообще искусство, я буду производить то, на что клюнет толпа. Я не буду экспериментировать, возвышать художественный вкус людей. Это опасно с точки зрения прибыли. Я буду производить одинаковость, приносящую солидные деньги от толпы. И мне плевать, что будут обвинять в деградации искусства, что сейчас все ради денег, мне плевать на это. Если я платная медицина, то я не хочу здоровых людей. Я хочу, чтобы они возвращались ко мне за пилюлями снова и снова. Моя мотивация – деньги. Если я наука, то я буду патентовать важные и полезные открытия. Пусть мне платят за них те, кто может, а кто не может, меня не волнует. Моя мотивация – догадайся сам. Я еще долго могу продолжать приводить примеры, но ход мысли вы уже поняли. Деньги и вправду мотивируют человека, но это мотивация, извращение и деструктивность. А как часто человеку приходится работать там, где ему невыносимо, но деньги нужны? Как часто, я уверен, у вас случалось такое, вам приходилось работать только ради денег. В то время как то, что вы действительно умели или всем сердцем любили, вам приходилось делать вне рабочее время, когда лучшие силы уже отданы бесполезной работе. Так человек, любящий науку биология, становится обычным менялой валюты и держателем автомойки. Ведь биология не дает ему столько денег. В итоге мы получаем посредственного менялу и бизнесмена, тогда как, возможно, могли бы получить выдающегося биолога, что было бы полезнее для общества в итоге. Человек лучше делает то, к чему предрасположен, а не то, что придется делать по необходимости. Несмотря на нашу убежденность в том, что деньги создают мотивацию, мы редко доверяем тем людям, единственное желание которых – финансовая выгода. Как видите, мотивация, которую создают деньги, не полезна, губительна и провальна. А что же в будущем? Как заставить людей работать на неприятных работах? Совсем грубо говоря, кто будет мыть туалеты? Хотя, с другой стороны, если так задуматься, вот мы думаем об этой проблеме в критериях наших ценностях современных. То есть у нас все безответственные, туалеты грязные, все как попало, короче, ими пользуются. А будущее даже это люди уже, знаешь, вот с анонимной ответственностью, про которую мы даже выпуск делали, у них даже отношение к этому другое будет. Что туалеты, может, даже не так уж и надо будет убирать, и плюс какие-то там технологии, может, сантехнические уже совершенно другие будут. Реально. Этим будут заниматься роботы. Тотальная автоматизация. Роботы и сейчас собирают автомобили, обслуживают конвейеры, исследуют другие планеты, пылесосят квартиры, поливают плодородные поля, управляют автомобилями и даже делают научные открытия. Даже банальный калькулятор — это тоже в какой-то мере робот. Он считает за тебя. Это тот механизм, который, не знаю, там 100-150 лет назад вообще фантастикой считался. Как это робот? Как вообще что-то будет за меня считать? Главное не воспринимать робота как стереотип, как какой-то там скелетообразный, человекоподобный терминатор. Роботы, или лучше сказать автоматизированные системы, это даже ваш iPad. Некоторые приложения для него выполняют работу 4 человек. Робот делает рутинную и не очень рутинную работу лучше и продуктивнее. Он не устает, не теряет концентрацию, не имеет мнений, не уходит на перекур, не ест, не спит. В будущем каждый из нас будет командовать миллионами рабов, но они будут механическими и электрическими. Это покончит с унизительным использованием труда одного человека, чтобы против воли заставлять его делать работу за другого. Ладно, проект Венера получился, ресурсоориентированная экономика получилась, у нас все есть, за нас работу делают роботы. Что заставит человека шевелиться? Что он вообще будет делать? Продолжим через неделю. Продолжайте изучать суть ресурсоориентированной экономики. В этот раз советую вам сайт thevenusproject.com/ru и фильм «Наша технологическая реальность». В нем вы поймете, что все технологии, все будущее уже возможно сейчас. И да, мы взяли интервью у Жака Фреско, мы посмотрели кучу его разных интервью, везде вопросы в принципе одинаковые. Мы решили не задавать так много баянов, да, буквально их немножко, мы больше задавали вопросы, которые связаны как раз с нашей передачей. Например, про вопросы секс в будущем, там, вегетарианство в будущем, эксплуатация животных, будущее после будущего и, в общем, все такое. В общем, смотрите его. Жак Фреско отвечает на вопросы от проекта Коза. У-ху! С вами был Ликей, мои обои, Костик за камерой. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все будет классно. Свободный ум!